Then is when, after the show, people either want to hug you or punch you. And also, if the audience isn't laughing, просто напомните им, что билеты не подлежат возврату. Вы на седьмом небе от счастья, когда зарубежный стендапер шутит на русском. Яндекс.Браузер переведет видео и сохранит оригинальные интонации. Друзья, здравствуйте! В 1973 году рабочие ремонтировали дорогу в старом центре города Акка, это на севере Израиля. Ну и знаешь, как это часто бывает, в одном месте грунт провалился, и образовалась дыра, и рабочие увидели подземное помещение, ну точнее зал, огромный зал совершенных пропорций, и назвали его «Прекрасный зал». И вот так вот, благодаря случаю, благодаря строителям, были обнаружены прекрасно сохранившиеся части квартала и замка госпитальеров на Святой Земле эпохи крестовых походов. Сегодня мы поговорим о самом старом из ныне существующих духовно-рыцарских орденов – Мальтийском, ну или, если говорить на языке дипломатии, суверенном военном ордене госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты. Ну, вот этой темой, собственно, мы заканчиваем трилогию о военных христианских орденах, которые возникли в Палестине в эпоху крестовых походов. Мы сделали выпуск про тамплиеров, про тевтонов, и, собственно говоря, не ожидали, что такая будет вообще реакция, там по несколько миллионов просмотров на каждом выпуске. И вот сегодня Мальтийский орден. Давайте начинать. Ну, а начнем мы с того, что Мальтийским-то орден называется всего 500 лет. А на острове Мальта он находится и того меньше, 268 лет, если быть точным. Тем не менее, история рыцарей с белыми крестами на груди уходит вглубь веков и, конечно, начинается в Иерусалиме в XI веке. После темных веков и утверждения христианства в Европе в жизнь верующих прочно вошло почитание восточных святынь и мест в Палестине, где происходили библейские события из жизни Иисуса Христа. Все эти места получили общее название – Святая Земля. И вот уже в III и IV веках христиане начали совершать паломничество в эти земли. Для них, в общем, эти земли были так же далеки, как для нас с вами, например, ну даже не Южная Америка, а, например, Луна. Вот просто вообще непонятно, где это находится. Паломники стали привозить из Святой Земли различные святыни. Частички мощей, предметы, связанные с персонажами Священного Писания. Все это было дико популярно. Понятно, что дорога в Святую Землю опасная, трудная, и Палестина долгое время находится под контролем арабов-мусульман. И вот те немногие паломники, которые добираются до места, им необходимо что? Отдых, еда и лечение зачастую. И вот уже в начале VII века папа Григорий Великий направляет в Иерусалим своего представителя для строительства госпиталя, чтобы в этом госпитале, собственно, лечить паломников, христиан-пилигримов. В 800 году император Карл Великий расширил этот госпиталь, но через 200 лет фатимидский халиф Аль-Хаким, которого прозвали Безумный, разрушил храм гроба Господня времен императора Константина Великого, разрушил госпиталь этот и разрушил большинство иерусалимских строений христиан. Современники писали, что в конце жизни Бог наказал его, и через 12 лет халиф отправился ночью медитировать на холмы неподалеку от Каира и не вернулся. В ходе поиска был обнаружен его осел и окровавленная одежда. А что с ним случилось, никто так и не узнал. Ну, это все легенда, а на практике христиане восстановили свои святыни к середине XI века. Константин Мономах отстроил храм гроба Господня в 1048 году. А купцы из итальянского города республики Амальфи, посмотрите, где он находится на карте, примерно в это же время возвели рядом с храмом Иоанна Крестителя новый дом для больных паломников, которым помогали монахи-бенедиктинцы. Настоятелем его стал Жерар или Герард, скорее всего он каталонец, был Герард де Торн. Именно он считается первым главой братства иоаннитов, который получил такое название. Почему? Небесный покровитель ордена Иоанн Креститель. Поэтому это орден иоаннитов. В то время монахи подчинялись православному патриарху Иерусалимскому. Статус его мусульмане уважали, деятельности его, в общем, не препятствовали.
о деятельности, понятно, среди палестинских христиан. И здесь необходимо небольшое отступление. Современные слова, которые нам с вами известны, госпиталь и английское слово hospitality, то есть гостеприимство, это слова однокоренные. Представление гостю защиты и заботы вдали от дома – это вот ровно то, чем занимались братья-монахи. Считается, что одним из первых горячих блюд в истории было жареное мясо, он же шашлык. Ведь его история зародилась еще в те далекие времена, когда люди стали добывать огонь. Спустя много веков технологию приготовления усовершенствовали солдаты и охотники. Они придумали жарить мясо на шомполах. Это такие стержни для чистки мушкетов. Кстати, именно от слова «шомпол» и пошло уже известное нам слово «шампур». Сегодня для приготовления шашлыка используют и говядину, и баранину, и свинину. Но лично мне очень нравится шашлык из филе бедра индейки от Индилайт. В мясе индейки большое количество белка, поэтому блюдо получается сытным, но не оставляет чувства тяжести. А благодаря идеально подобранным специям в маринаде, шашлык получается очень вкусным и сочным. Поэтому, друзья, для пикников шашлык из бедра индейки от Индилайт я вам уверенно рекомендую. Найти его можно буквально в ближайшем к вашему дому магазине. Ну а ссылка уже ждет вас в описании. Переходите прямо сейчас. Ну, вернемся к истории. Амальфийцы привезли на восток изображение белого восьмиконечного креста. Он находится на флаге Амальфитанской республики. Сейчас этот крест мы знаем как Мальтийский крест, но изначально это крест Амальфи. Стоит сказать, что, конечно, ежедневная работа госпиталя была тяжелой. Ну, во-первых, не хватает людей, потому что далеко не все хотели принимать на себя эти суровые монашеские обеты. Во-вторых, мусульмане запрещали христианам-паломникам, даже больным, оставаться в городе на ночь. Положили тебе повязку, наложили и уходи отсюда. Наконец, деньги. Братству пожертвований не хватало, и не на что было покупать медикаменты, утварь, делать ремонт. Ну, в общем, финансовый вопрос был серьезным вопросом. И продолжается это все лет 50. И вот в ноябре 1095 года на Клермонском соборе, мы с вами об этом говорили в выпуске про крестовые походы, Папа Римский Урбан II, ко всеобщей радости европейских католиков, объявил крестовый поход на Святую Землю, чтобы освободить христианские святыни от гнета мусульман. В 1099 году крестоносцы осадили Иерусалим, и с этим эпизодом связана интересная легенда, возможно, не лишенная некоторой достоверности. Настоятель братства ионитов Герард остался в городе. Мусульмане поставили всех жителей на крепостные стены для защиты. Так вот, монах, зная о голоде среди христиан, которые осаждали Иерусалим, начал бросать со стены хлеб вместо камней. Ну, арабы его, разумеется, поймали, привели к эмиру и принесли как доказательство хлеб. Вот он хлеб кидал с крепостных стен, нам самим не хватает, а он своих христиан кормит. И вдруг на глазах у всех хлеб превратился в камень. Ну, понятно, что это выдумка, но существует свидетельство, что Герард действительно был брошен в тюрьму за то, что помогал крестоносцам. Его пытали, мучили, но он остался жив и дождался освобождения Иерусалима, когда в город вошли христианские войска. Вот с этого момента дела ордена пошли в гору. Во времена Готфрида Бульонского, во времена Балдуина I, госпиталь стал обладателем обширных земельных владений и обладателем больших пожертвований, включая церковную десятину. И не только на Востоке. Почему не только на Востоке? За 10 лет орден обзавелся недвижимостью в Италии, Испании, Южной Франции. В этом не было ничего удивительного. Братство уже хорошо зарекомендовало себя в Европе и еще было единственным на тот момент готовым учреждением на Святой Земле, готовым для приема и обустройства паломников. Кроме того, помогли два важных обстоятельства. Ну, во-первых, среди крестоносцев возникла новая мода. Перед походом ты завещаешь свое имущество Богу. Ну а госпиталь уже прочно ассоциируется в сознании крестоносцев с храмом Гроб Господня.
Во-вторых, Герард открывает отделение ордена в крупных европейских пунктах сбора паломников и крестоносцев, что тоже очень удобно. Странноприимные дома стали создаваться в городах Южной Франции, Италии, Испании, ну и в Южной Франции какие-то города, понятно, Марсель, который стал одной из главных точек сбора. Популярность ионитов способствовала, конечно, притоку новых членов из числа крестоносцев. Ну вот, например, 4 рыцаря из свиты Готфрида Бульонского становятся членами ордена. И среди них был такой человек, Раймон де Пюи. В скором времени он становится одним из величайших магистров ордена за всю историю. Довольно быстро братство из этого вот крошечного приюта становится, как сейчас бы мы сказали, международной благотворительной организацией с центральным управлением из города Иерусалима. Возглавляет эту организацию сильнейший администратор и, кроме того, очень верующий человек. И все это полностью поддерживают церковные власти и светские власти нового королевства крестоносцев. Очевидно, что Папа Римский такой дойной коровой делиться ни с кем не захотел, особенно с православными братьями. И вот в 1113 году Папа Пасхалий II провозглашает создание нового католического ордена. Папа подтверждает статус братства, братства Герарда де Торна, как независимой организации с правом самостоятельного избрания руководителя. Но организация подчиняется только Риму, то есть только Святому Престолу. И что очень важно, он утвердил право владения ордена на земли и имущество. А это не только Палестина, как мы с вами уже знаем, но и в Европе. Причем определил это право на веки вечные. Отец Герард скончался в очень преклонном возрасте, в 1120 году, и потом за свои заслуги и святость был причислен церковью к лику блаженных. Интересный момент, есть миф о том, что все высшие администраторы, все магистры этого ордена жили очень долго, потому что специальные пилюли пили, да, у них какое-то было лекарство тайное, которое было известно только им. Действительно, многие великие магистры отличались долголетием. Преемником Герарда стал тот самый Раймон де Пюи, не сколько монах, сколько на самом деле воин, очень отважный. Он управлял орденом 40 лет и стал фактически его первым великим магистром. Именно Раймонд создает военное крыло и окончательно формирует структуру, которая, в общем, переживет века. При нем братство получило свое официальное название – рыцари-госпитальеры ордена святого Иоанна Иерусалимского. Зачем же, вы спросите, понадобилось из мирных монахов производить воинов? Ведь монахи, у них была основная обязанность какая? Забота о больных и бедных странниках. Однако после захвата Иерусалима и создания в Палестине и Сирии многочисленных владений крестоносцев на завоеванной территории, как понятно, было очень неспокойно. Мусульманские войска, банды разбойников, все они грабят купеческие караваны, грабят группы паломников. И всему этому требуется военная защита в пути. Так звучала официальная причина, когда магистр обратился к Святому Престолу с просьбой, дорогие друзья, благословите меня на новую деятельность. Папа Иннокентий II немедленно согласился. Кроме того, орден быстро стал обладателем множества земельных владений и замков. А замкам нужны защитники, конечно, с военным опытом. Очевидно, что госпитальеры на первом этапе своей милитаризации нанимали рыцарей, нанимали пехотинцев, а уже позже основали собственные военные подразделения. Есть еще одна версия. В 1118 году 8 рыцарей, участников первого крестового похода, создали братство на службе храма Грома Господня. Через 10 лет оно было официально признано как орден храма, а его членов стали называть храмовниками или тамплиерами. Их первоначальной задачей как раз и была защита паломников на пути к святым местам. Рыцари, которые выбирали между братствами, конечно, предпочитали защищать гроб Господень мечом, а не ухаживать за больными. И госпитальеры, им ничего не оставалось, должны были идти в ногу со временем и дать ровно такую же возможность, которую дали тамплиеры. Если вы выпуск о тамплиерах не смотрели, посмотрите, он есть на нашем канале.
Один из самых популярных наших выпусков. Ну, понятно, что два военных ордена, которые были созданы в одно и то же время, в одном месте, со схожими функциями, со схожими правами, были жуткими конкурентами в борьбе за влияние, за новых участников, за пожертвования и за земли. Это противостояние продолжалось 200 лет, до самой ликвидации ордена тамплиеров в 1312 году. Ну и госпитальеры начинают быстро разрастаться. В орден вступают молодые дворяне со всей Европы. Раймон де Пюи разделяет орден на 7 подразделений или языков: прованский, авернский, французский, итальянский, арагонский, германский и английский. Орден управляется единолично великим магистром, который избирался пожизненно, и советом из старших рыцарей. В уставе ордена были закреплены 3 важнейших монашеских обета: бедность, целомудрие и послушание. Интересно, что забота о нуждающихся — это вообще-то основа деятельности первых братьев. В документах ордена уже не упоминается. Членам ордена запрещалось покидать его под страхом отлучения, что было еще одним плюсом в конкурентной борьбе с оппонентами. Они делились на 3 категории: служащие братья, братья-воины и братья-священники. В орден принимались благородные, законно рожденные христиане, неженатые, не обремененные долгами и другими обязательствами в возрасте не менее 13 лет. Именно с тех пор начал формироваться вот этот аристократический католический характер ордена, в последующем существенно усложнивший прием новых членов. Но в те времена кто об этом думал, когда у каждого рыцаря был свой замок, почти у каждого, герб и свой щит. А к 30-м годам 12 века сформировался и герб ордена. Это тот самый 8-конечный белый крест на черном фоне. У тамплиеров он был красным на белом, ну а у тевтонцев он был черным. К середине 12 века госпитальеры стали могущественной силой в Малой Азии и Европе и полностью не зависели от местных светских властей. Их европейские владения располагались, ну это вообще страшно подумать, от Португалии до Чехии. Только в Святой Земле у ордена было 140 поселений и более чем 30 укрепленных пунктов и замков. Ну то есть, понимаете, это уже такая, мини-государство, в общем. 25 июля этого года исполнится 45 лет со дня смерти Владимира Семеновича Высоцкого. Это первый коллекционный номер журнала «Чтиво», который посвящен Высоцкому. Мы его сделали совместно с Государственным музеем Высоцкого. Здесь огромное количество фактов биографии Владимира Семеновича, которые никогда не были до этого опубликованы. Мы поговорили с коллекционерами, сделали фотографии редких вещей, которые принадлежали поэту. Мы сделали экскурс в Москву того времени, прошли за Высоцким по театральным подмосткам, по киноплощадкам и поговорили с людьми, на чью жизнь Высоцкий повлиял. В частности, здесь, например, колонка Константина Львовича Эрнста, главы Первого канала, который, как известно, вообще редко по какому поводу пишет колонки. В общем, мы очень волновались в создании этого номера, мы очень долго его делали, и для нас это большая честь вообще, что мы этот номер выпустили. Я поговорил с сыном поэта, с Никитой Высоцким, о том, вообще, каково же это жить с фамилией Высоцким. В общем, много всего интересного. Номер уже в продаже, заказать его можно на Озоне. Мы надеемся, что, в общем, его ждет судьба тоже коллекционная. Ссылка в описании. Номер уже доступен для предзаказа. Со временем госпитальеры перестали быть только религиозным объединением, и они все больше и больше стали решать военные и политические задачи, становясь одним из главных защитников государства-крестоносцев в Палестине. Из чего это складывалось? Ни одна значимая военная операция, ни одни переговоры не обходились без участия рыцарей с белым крестом на груди. И здесь опять напрашивается их сравнение с тамплиерами. Рыцари храма, несмотря на свою христианскую основу, были полностью беспринципны в решении политических вопросов. Если было нужно, они вообще даже легко вступали с заклятыми врагами в союз с мусульманами. Нужно было выбрать выгодную сторону в конфликте, значит, забывалось о милосердии, нужно было проявить бесчеловечную жестокость к противнику, она проявлялась, в общем, как карта ляжет.
Госпитальеры сразу выбрали для себя сторону защитников христианской веры и старались от этого принципа не отступать, хотя в то время жестокости и насилия они тоже, конечно, жару давали. Одним из первых сражений рыцарей ордена стала осада Аскалона в 1153 году. Это важнейший порт на юго-западе Палестины. В ходе штурма 40 рыцарей-тамплиеров решили первыми ворваться в город и разграбить его, но мусульмане всех их убили и остальных нападавших отбросили. Ну, начали крестоносцы спорить и, в общем, что надо уходить, оставлять эту осаду, снимать ее. И если бы не твердая позиция Раймонда де Пюи, осада была бы снята. В итоге город был захвачен, и мусульмане потеряли свой последний порт в Палестине. Все это благодаря великому магистру ордена госпитальеров. В 60-х и 70-х годах XII века военное могущество ордена достигает своего пика, и в этом он начинает соперничать с тамплиерами. Конфликт не заставил себя ждать, и в 1179 году два ордена были ограничены папой в правах по приему новых братьев и получению пожертвований, ну, чтобы не сильно разрастались. Такой вот обоюдный штраф. Но это было только начало, дальше было хуже. Авторитетный великий магистр ордена госпитальеров Роже де Мулен принимал активное участие в спорах за наследование короны после смерти Балдуина V. При подготовке к одному из раундов переговоров в мае 1187 года он оказывается в одной компании с великим магистром ордена тамплиеров Жераром де Ритфором. И вот их сравнительно небольшой отряд, 120 рыцарей и 400 пехотинцев, встречается с войском мусульман, 7000 близ Назарета. Де Мулен советует от боя отказаться, но слишком неравные силы. Тамплиер опытного военачальника не слушает. В итоге в быстротечной схватке Роже де Мулен был убит ударом копья в грудь. А от смерти спасся только Жерар де Ритфор и два его рыцаря. Ну, после этого пошли слухи, что это, конечно, тамплиеры подставили госпитальеров, значит, они их сдали мусульманам, потому что великий магистр госпитальеров погиб, а тамплиерский магистр не погиб. Ну, как всегда это бывает, после неожиданной смерти сильного вождя начинается кризис и начинается спад. В кризис были вовлечены все главные герои палестинской политики. Летом того же года местный анфан-терибль Рене де Шатийон, который был тесно связан с тамплиерами, спровоцировал великого арабского воителя Саладина на начало военных действий против Иерусалимского королевства. В битве при Хатине Саладин к чертовой матери разгромил войско крестоносцев с огромными потерями. Он, кроме того, приказал казнить всех пленных тамплиеров и госпитальеров, понимая, что вот эти-то люди самые главные его смертельные враги по вере. Иерусалим остался без защиты и был захвачен Саладином в октябре 1187 года. Госпитальеры были хранителями денег английского короля Генриха II, который он выделил на новый крестовый поход. И деньги эти пошли на выкуп 7000 бедняков, которых хотели уже в рабство продать. Несмотря на большие потери после хатинского поражения и после падения Иерусалима, госпитальеры смогли быстро восстановиться. Они стали главной военной силой Палестины. И основой ренессанса ордена стала та самая централизованная система управления и, соответственно, жесткая дисциплина и беспрекословное выполнение приказов начальства. Наличие процветающих европейских владений, наличие авторитета среди аристократии, в общем, позволило ордену быстро восполнить недостаток и средств, и рыцарей. Еще важную роль сыграла химия между новым магистром госпитальеров Гарнье де Наплузом и вождем Третьего крестового похода легендарным Ричардом Львиное Сердце. Наверное, они были знакомы еще до Святой Земли, потому что Гарнье до своего, собственно, избрания был великим приором ордена в Англии. Его рыцари были верными соратниками английского короля во всех его военных походах и во всех сражениях. И в первую очередь при долгой осаде и возвращении христианами Акры, а также в битве при Арзуфе в 1191 году. И вот эти победы позволили крестоносцам вернуть себе контроль за побережьем Палестины. Акра стала столицей Иерусалимского королевства на ближайшие 100 лет. И именно туда госпитальеры перенесли свою главную резиденцию.
Особую отвагу госпитальеры проявили при обороне своих крепостей Бельвуар и знаменитой крепости Крак-де-Шевалье. Их осада отняла у Саладина много ресурсов и позволила крестоносцам перегруппировать свои силы для дальнейшей борьбы. И вот этот богатый опыт, полученный на Святой Земле, знание мусульманских обычаев, знание военной тактики противника, позволило госпитальерам стать военными советниками при латинских королях Палестины и при следующих вождях крестовых походов. Именно магистр Гарнье вместе с тамплиерами убедил вспыльчивого Ричарда Львиное Сердце отказаться от штурма Иерусалима. Местные военачальники прекрасно понимали, что еще раз удержать святой город у христиан не будет вообще никакой возможности, а силы, средства, а главное людей, они положат там огромное количество. Госпитальеры богатеют. Их богатство позволяет им по дешевке выкупать владения обнищавших от войны рыцарей и, собственно, даже диктовать условия крупным феодалам. Феодалы же, чувствуя приближающийся конец, внимательно поглядывали на Кипр и на византийские территории, где было в разы спокойнее, чем в Палестине. И такого, конечно, арабского давления пока не существовало. В начале XIII века орден святого Иоанна Иерусалимского окончательно трансформируется в духовно-рыцарский орден. Его основные задачи – это военная защита христианских земель, участие в военных кампаниях, набеги на мусульманские территории, оборона земель, оборона замков крестоносцев и защита отдельных участков границ. Ну и понятно, что со смещением акцента господствующее положение в ордене занимают братья-воины, рыцари и сержанты во главе с маршалом. А вот братья-служители, практически лишаются существенного влияния. Интересный факт. На Святой Земле в период своего военного могущества госпитальеры располагали всего, даже смешно сказать, 3 сотнями воинов. Да, конечно, это ядро потом обрастало слугами, наемниками, европейцами, местными. Но надо понимать, что большого военного контингента в распоряжении ордена никогда не было. Госпитальеры поучаствовали во всех боевых столкновениях крестоносцев и мусульман в XIII веке. В битве при Форбии, недалеко от Газы, в 1244 году объединенные силы христиан потерпели сокрушительное, чудовищное поражение от армии египетского султана. Из 7000 рыцарей в живых осталось 33 тамплиера, 3 тевтонца и 27 госпитальеров. Еще приблизительно 800 рыцарей, включая великого магистра госпитальеров Гийома де Шатанёфа, были взяты в плен. Однако тяжелейшая ситуация в Палестине не помешала братьям ордена через 4 года принять участие в авантюре французского короля Людовика Святого, решившего вместо помощи христианам Святой Земли совершить поход на Египет, который, конечно, закончился полнейшим его поражением. Последние события истории крестоносцев и госпитальеров на Востоке проходят в столице, в Акре. Орден стал строить огромный комплекс, который занял целый квартал, как раз после Третьего крестового похода. Строить он начал по 2 причинам. Во-первых, госпитальеры поняли, что в Иерусалим не вернутся. Во-вторых, им требовался штаб-квартира, которая бы управляла всеми многочисленными владениями госпитальеров. В состав комплекса входила церковь, лазарет, цитадель для проживания рыцарей. Вот именно ее останки и были обнаружены строителями в 20 веке, там, откуда мы начали наше повествование. Во второй половине XIII века в Акре располагается 40 церквей, 23 монастыря, а численность населения 40 тысяч жителей. Это большой город. Для сравнения, сейчас там проживает около 50 тысяч человек. Это был крупный военный и торговый центр, который был сравним, в общем, с европейскими городами того времени. Кроме госпитальеров, город был поделен на части различными конкурентами. Здесь были и тамплиеры, и тевтонцы, были венецианские купцы, генуэзские купцы. Такой состав рано или поздно, конечно, должен был привести к взрыву. Слишком разные интересы были у участников этой игры. И вот конфликт произошел в 1256 году, военный конфликт,
который получил название «Войны Святого Саввы». С одной стороны были генуэзцы и госпитальеры, с другой – венецианцы и тамплиеры, и большинство палестинских баронов тоже с другой стороны. Фактическая причина – это конкуренция между двумя торговыми республиками – венецианской и генуэзской. Конкуренция за торговлю в Византии и Палестине. Конфликт продолжался 14 лет и привел он к еще большему хаосу на оставшихся землях христиан. И вот в этот конфликт были вовлечены два рыцарских ордена. Вскоре это скажется на борьбе с мусульманами, которые и так напирали по всем направлениям. Конец христиан на Востоке наступил в 1291 году. Мамлюкский султан Калаун осадил Акру. Силы его превосходили армию крестоносцев в несколько раз. В армии крестоносцев были рыцари военных орденов, некоторое количество англичан и представители итальянских городов. При штурме крепостных стен госпитальеры и тамплиеры в последний момент объединились и проявили чудеса героизма. Фактически они защищали город, прикрывая отход к кораблям гражданского населения, женщин, детей и больных. Тяжело раненый великий магистр госпитальеров Жан де Вилье и несколько его рыцарей буквально прорубали себе мечами путь к порту, унося с собой главные реликвии ордена – филермскую икону Божией Матери, которая по преданию была написана апостолом Лукой, и частицу древа креста Господня. Участь оставшихся была трагична. Не сдавшиеся тамплиеры были погребены под обрушившейся от взрыва башней Орденского замка, а большинство мирных жителей было вырезано или те, кто выжил, были проданы в рабство. Магистр Вилье писал: сотни тысяч христиан Святой Земли стали рабами. Их было так много, что они продавались даже в самых отдаленных уголках мусульманского мира за бесценок. Еще одну мрачную историю последних дней Акры сейчас рассказывают местные экскурсоводы. В городе, недалеко от цитадели госпитальеров, находилась обитель монахинь святой Клары Ассизской. И при штурме женщины под прикрытием рыцарей пытались скрыться, но скрыться не успели. И тогда по приказу аббатисы монахини намеренно отрезали себе носы, чтобы изуродовать себя и избежать изнасилования. Ну, то есть то, как они называли это, участи горше смерти. Ну, в итоге мамлюки, которые их захватили, увидели, что они изуроданы, и попросту их зарезали. Оставшиеся госпитальеры Святой Земли переплыли на Кипр, где у них уже были многочисленные владения. Мы помним, что орден находился на тот момент вне подчинения светским властям. Но на острове братья вынуждены были принести присягу кипрскому королю из рода Лузиньянов. Кипр таким образом стал прибежищем большинства крестоносцев, которые покидали Палестину. Все, Святая Земля для европейских монархов, для европейской аристократии потеряна. Кипр вскоре тоже превратится в пороховую бочку. Династические распри, споры за землю, недовольство местных жителей. Ордену становится тесно, и в 1306 году 6 кораблей госпитальеров, которые вместили 35 рыцарей и 500 пехотинцев, впервые высаживаются на принадлежащий византийцам остров Родос. И вот в результате 4-летней военной кампании к лету 1310 года госпитальеры Родос захватили. И с этого момента они стали называться Орденом Госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского и Родоса. И приобрели территорию и, в общем, извините, государственный суверенитет. Орден был организован в своей классической форме именно на Родосе. Во главе ордена стоял великий магистр, власть его была ограничена капитулом, общим съездом членов ордена. Для решения текущих вопросов избирался Малый Совет. В него, кроме магистра, входил великий маршал, человек, который был ответственен за силовое крыло, великий командор, он отвечал за финансы, великий госпитальер, он отвечал за благотворительную деятельность, и великий канцлер, на наши деньги министр иностранных дел. Как я уже выше сказал, члены ордена делились на 8 языков или лангов в соответствии с национальностью, и каждый язык возглавляли бальи. За ними следовали командоры, и дальше простые рыцари.
Впоследствии орден из единой организации превратился в такую, я бы сказал, гибкую федерацию национальных обществ, которые владели землей и действовали, в общем, по всей Европе. Здесь нужно отметить очень значимый для госпитальеров момент. В 1312 году, то есть буквально через 2 года после закрепления госпитальеров на Родосе, папа Климент V распускает орден тамплиеров. Их имущество, в первую очередь их земельные владения и замки, а это все страны Европы, в особенности Франция, Кипр и во многих других странах, вплоть до Португалии, в соответствии с папским указом передавались ордену святого Иоанна. Вот так, в самый нужный момент, родосские рыцари получили большие средства для укрепления на острове. Хотя, будем, конечно, честны, наличные деньги и драгоценности храмовников, ради которых, собственно, затевался процесс над тамплиерами, конечно же, оказались в казне французского короля Филиппа Красивого, и других королей, которые сумели что-то там откусить от погибающего ордена тамплиеров. Дальше что происходит? Госпитальеры времени не теряют и начинают налаживать отношения с местным православным греческим населением и перенимают от них искусство строительства кораблей и мореплавания. Было понятно, что создание собственного сильного флота для борьбы на море и одновременно строительство оборонительных сооружений – это главные задачи ордена на новом месте. Он фактически становился морским государством. И вот уже скоро госпитальеры действительно стали могущественной военной силой. У них был военный контингент из 300 рыцарей, 400 конных лучников на Родосе, 25 рыцарей и 100 конных лучников на острове Кос. Морской флот госпитальеров состоял из 20 судов, то есть, в общем, армия была приличная. На основе старой византийской крепости и, возможно, на месте расположения знаменитого колосса Родосского орден возвел неприступный замок великого магистра. В то время главными врагами рыцарей в регионе были кто? Североафриканские пираты и турки-османы. Уже в первых сражениях с турками орден показывает свою силу. Орденом были захвачены несколько стратегических пунктов в Малой Азии. Смирна, сейчас это город Измир, и Геликарнас, сегодня это город Бодрум. Примечательно, что для строительства своей цитадели замка Святого Петра госпитальеры использовали останки одного из 7 чудес света, древнего мавзолея в Галикарнасе. В 1365 году в Европе начинается новая религиозная истерия. Папа Урбан V счел этот момент удобным и провозгласил очередной крестовый поход на восток. Понятно, что не обходится без уговоров со стороны кипрского короля Петра, который до смерти боится нападения мамлюков на свой остров. Госпитальеры, как религиозный орден, тем более в подчинении Святого Престола, вынуждены отправляться в Египет в составе объединенного войска. Все закончилось, в общем, как и в 1204 году при походе крестоносцев на Константинополь. В этот раз под раздачу попала Александрия. Город был крестоносцами сожжен, разграблен, в плен было взято 5000 рабов. И на этом все. Мусульмане этот набег очень долго помнили и в дальнейшем отвечали христианам такой же абсолютной жестокостью. Последней авантюрой европейских христиан в Малой Азии стал поход против турок в 1396 году. Его инициаторы были венецианцы и генуэзцы, которые видели, как растет влияние османов на Балканах и Черном море, и, в общем, османы им блокируют торговлю. Ядром войска становятся бургундцы, а наиболее фанатичными участниками – госпитальеры, которые снарядили несколько галер с морским десантом. Прям вот рыцари, которые должны были высаживаться на побережье и занимать города противника. Объединенное войско двигается через Венгрию и через Болгарию. Там, под стенами города Никополь, происходит знаменитое сражение, которое, в общем, ставит, извините за тавтологию, ставит крест на истории крестовых походов. Турецкое воинство под руководством султана Баязида на голову разгромило европейских рыцарей. В сражении пал весь цвет французского и бургундского дворянства. Были взяты в плен тысячи воинов, и большинство из них, за исключением самых знатных, казнено
Причем казнено в присутствии султана. Он сидел, рахат лукум кушал, и при нем отрубали головы. Примечательно, что великий магистр госпитальеров Филиберт де Нуайяк вместе с венгерским королем Сигизмундом стали одними из немногих вождей похода, кто смог вообще сбежать с поля битвы и добраться до своих кораблей. В то же время вот на море дела ордена шли значительно лучше. Основным плавательным средством в Средиземном море долгие века была галера. Что это такое, вы знаете. Парусно-гребное судно, вот как оно выглядит, длиной около 40 метров. Гребцы чаще всего пленные или рабы. Госпитальеры, в уставе которых главной была забота о ближних, принесли с Востока вот это вот отношение потребительское к рабам. И этими рабами пользовались так же, как мусульмане или какие-нибудь там вообще древнеримские патриции. Один из рыцарей вспоминал: иногда рабам, подгоняемым бичами унтер-офицеров, приходилось грести по 10-12 часов без отдыха. Если кто-то из них падал от истощения на свое весло, его часто забивали до смерти и просто выбрасывали за борт. Госпитальеры удачно сражались с турками у берегов Малой Азии, у берегов Сирии, но борьба эта выявила и их главную слабость. Малая численность позволяла только провести быстрое нападение и сразу отвалить обратно. А вот закрепиться на каком-нибудь плацдарме и долго его удерживать оказалось невозможным. Рыцари при малом количестве этого делать не могли. И вот по этой причине были потеряны важные базы ордена на материке — Смирна и Бодрум, о которых я уже говорил. Объективно оценив силы рыцарей, мусульмане стали посматривать в сторону их острова. И вот во второй четверти 15 века начинаются морские набеги на Родос со стороны мамлюков Египта. Рыцари поначалу дают отпор, но 29 мая 1453 года пал Константинополь, на который, в общем, отвлекались турки до этого времени. Теперь отвлекаться было не на что, и все османские турки нацелились на Родос. Госпитальеры поначалу оказывали им самое отчаянное сопротивление. В 1480 году рыцари под руководством одного из самых прославленных великих магистров Пьера де Абюссона отражают крупнейшее нападение османов на остров и продлевают свое пребывание на Родосе, еще где-то на 40 лет. Без сомнения, это годы наибольшего авторитета и процветания ордена, который из-за своего международного характера стал такой, Европой в миниатюре. Магистры стали играть активную роль в европейской политике. Здесь они выступали в качестве посредников между европейскими королевскими дворами, их отношениями с османами и Ватиканом. Видя все это, османские султаны время от времени пытались наладить отношения с этими упорными христианами. Так, в знак примирения и оценки заслуг ордена, султан Баязид II передает в дар рыцарям Родоса одну из самых почитаемых христианских святынь — нетленную десницу, то есть правую руку, самого Иоанна Крестителя, покровителя ордена госпитальеров. Но очевидно, что это все усыпить бдительность, и никто в эти подарки, конечно, не верил. В 1522 году Сулейман Великолепный, о котором у нас тоже есть выпуск, снарядил огромную эскадру, 400 кораблей и 100 тысяч солдат для окончательного захвата Родоса. В распоряжении магистра госпитальеров Филиппа де Лиль-Ардана было всего 3 сотни орденских рыцарей, 5000 греков и около 500 солдат, которые были завербованы на Крите. То есть шансов никаких. Турки одними из первых в Европе стали применять осадную артиллерию. Они подвергли крепость Родоса жесточайшему артиллерийскому обстрелу, который продолжался, внимание, полгода, с июня по декабрь. За это время рыцари отразили 3 турецких штурма, но в конце концов сил нет, помощь из Европы не идет, госпитальеры капитулируют, но капитулируют на почетных условиях. Пораженный храбростью воинов, султан Сулейман Великолепный позволил оставшимся рыцарям покинуть остров на 3 галерах, забрав с собой знамена, артиллерию и реликвии родосских церквей. То есть вот такое уважение со стороны султана, в общем, дорогого стоит. На самом деле стоит, конечно, жизни. Интересный момент. За столетия жизни и войн на Востоке
госпитальеры стали обладателями богатейшей библиотеки античных книг. Так, например, считается, что магистр де Иредия был инициатором первого перевода знаменитых сравнительных жизнеописаний Плутарха. До этого вообще в Европе неизвестно. В дальнейшем одна часть этих книг оказалась в Ватикане и Авиньоне, где папы были, там и библиотека, а другая стала основой Национальной библиотеки Мальты, которая насчитывала около 1 миллиона рукописей и книг. В последующие несколько лет госпитальеры на недолгое время задерживались на Крите, в Италии, во Франции. В Европе в этот момент полным ходом идет реформация, папский престол шатается, и, в общем, всем на госпитальеров наплевать. Орден этот стал вдруг никому не нужен. Магистр де Лиль-Адан безуспешно просит, дайте хоть какую-то землю для ордена. И вот новый император Священной Римской империи Карл V в 1530 году подписывает дарственную грамоту на владение островами Мальта, Камина, Готса и крепостью Триполи в Ливии. Кто госпитальерам помог? Папа Климент VII из рода Медичи. Он в молодости сам был членом ордена и был его приором в Капуе в Италии. В качестве платы за Мальту рыцари должны были ежегодно ко Дню всех святых присылать ко двору императора одного мальтийского сокола. Эти птицы очень ценились императором при охоте. И вот только с этого момента мы фактически можем называть орден мальтийским. Что такое Мальта? Остров Мальта был, в общем, маленьким пустынным участком суши, но он идеально расположен практически в самом центре Средиземного моря. 90 километров от Сицилии и 230 километров от побережья Северной Африки. Это позволяет рыцарям контролировать практически все морские маршруты и оперативно реагировать на возникающие морские конфликты. Впоследствии, во времена Второй мировой войны, этот остров будут называть плавучим авианосцем Британии. То есть настолько важна будет военно-воздушная база на острове Мальта. Очевидно, что, оказавшись на острове, орден сразу начал возводить мощные укрепления. А для этого что нужно? Естественно, нужны деньги. К счастью, мусульманские торговые маршруты по-прежнему были недалеко от острова. К тому же, за эти годы купцы уже, в общем, отвыкли от разбойничьих манер христианских братьев и не были готовы к обороне. Богатая добыча стала поступать нескончаемым потоком, то есть госпитальеры буквально грабили проплывающие мимо караваны. И уже совсем скоро Мальта заслужила эпитет «Пуп морей». Будучи опытными моряками, рыцари отлично понимали, что в XVI веке эпоха галер в военном флоте завершена. Одними из первых они стали использовать в сражениях караки. Это такие большие парусные суда длиной до 50 метров, у которых 20-40 пушек. Но, слушайте, давайте будем честными по отношению к ордену. Кроме безобидных торговых караванов, мальтийские рыцари часто встречались в море с североафриканскими пиратами. А это настоящий бич торговли. Эти люди не только грабили европейские корабли, но нападали на прибрежные территории. Они нападали на Сардинию, Неаполь, Геную, побережье Каталонии, угоняли в рабство тысячи жителей. Европейские монархи несколько раз организовывали против них военные операции, но все они заканчивались ничем. Поэтому, в общем, орден был единственным инструментом противоборства пиратству. В 1535 году рыцари ордена принимают участие в захвате Туниса императором Карлом V. А в 1550-м повторяют эту операцию, захватив оплот пиратов город Махдию. Османы в отместку высадились на Мальте и, не сумев захватить крепость, разграбили ближайший орденский остров Гоза. В 1565 году 70-летний султан Сулейман решил, наконец, избавить мусульманский мир в Средиземноморье от всех этих неверных, которых он 40 лет назад пощадил на Родосе. Конечно, мудрым турецким правителем владели не эмоции, владел им холодный расчет. Он понимал, что остров занимает суперважное положение как дальнейший плацдарм для удара по Европе. Как и на Родосе, он собрал армию, по подсчетам современных историков, где-то 40 тысяч солдат,
которые погрузились на 200 кораблей и поплыли на Мальту. На Мальте было 7000 защитников острова под руководством великого магистра Жана Паризо де Лавалетта. Великая осада Мальты – это, конечно, совершенно отдельный роман. Она стала одним из крупнейших сражений того времени. А магистр Мальтийского ордена вошел в ряд выдающихся полководцев европейской военной истории. С мая по сентябрь турки без остановки обстреливают и атакуют мальтийские укрепления. Рыцари несколько раз буквально на волосок от гибели. Однако османы, как нападавшая страна, несут большие потери. Лавалет, магистр, видя все это дело, держался за каждый бастион и вообще отказывался говорить о капитуляции. В сентябре к осажденным прибыло подкрепление из Неаполитанского королевства. И турки снимают осаду и покидают Мальту навсегда. И вот эта победа приносит ордену невероятный авторитет в христианском мире. Все боятся турков, как чуму в Европе. И вообще теперь у нас кто главные защитники Европы от мусульман? Получается, госпитальеры. По мнению историков, осада Мальты была последним сражением, где войско, состоявшее из рыцарей, одержало убедительную победу. Уже в следующем 1566 году магистр заложил первый камень в основании нового города, который вы сейчас знаете как город Лавалетта. Это город имени великого магистра. Влияние главы ордена существенно возросло. И в 1607 году великому магистру госпитальеров был пожалован титул князя Священной Римской империи, а в 1630 году великий магистр был удостоен кардинальского сана. Теперь он прочно вошел в очень узкий круг высшей светской и духовной аристократии Европы. К концу XVI века Мальтийский орден ставил перед собой несколько главных задач. Борьба с пиратством, защита христианских торговых судов и, что очень важно, освобождение христианских рабов из пиратского плена. То есть часто рыцари выступают посредниками между пиратами и богатыми семьями, которые платили выкуп за своих пленников. Здесь давайте сделаем небольшое отступление. В Советском Союзе бешеной популярностью пользовались французские фильмы об Анжелике. Анжелика, маркиза демонов и так далее и тому подобное. В одном из этих фильмов красочно описана сцена продажи рабов в Северной Африке. Так вот, главными покупателями христианских невольников, наряду с мусульманами, там выступали господа в плащах с крестом, в которых легко угадываются мальтийские рыцари. Из этой благой деятельности мальтийцев прямо вытекает другая. О ней рыцари, конечно, не любили распространяться тогда и уж тем более не любят говорить сейчас. Речь идет о работорговле. Сначала пленные мусульмане использовались как рабочая сила на строительстве мальтийских крепостей. А когда их стало много, рыцари стали их по чуть-чуть продавать итальянским торговцам, турецким торговцам. Кроме того, рыцари обвиняли в перепродаже. Что это такое? На невольничьем рынке выкупается какой-то пленник из богатой семьи. И дальше его, значит, прибавив свою комиссию, перепродавали в семью, которая готова была за свою дочь или за своего сына заплатить деньги. Понятно, что тоже это деятельность, о которой мало кто говорил. Но, тем не менее, общие финансы ордена оставляли желать лучшего. Очень много средств уходило на военные расходы, а доходы, причем личные, приходилось получать только за счет грабежа и найма на иностранные флоты. Рыцари ордена понемногу стали забывать о своих монашеских обетах и начали вести жизнь богатых, распущенных аристократов своего времени. Члены ордена пили, играли в карты, заводили любовниц, дрались на дуэлях. Ну, такие себе нравы, да, в монашеском, по сути, братстве. Один пример. В 1607 году в Риме великий художник Караваджо был обвинен в непредумышленном убийстве в драке. И папа объявил его вне закона. Это не помешало мальтийцам сделать Караваджо кавалером ордена, а в благодарность за это он написал для Орденского собора святого Иоанна мрачную картину усечения головы Иоанна Крестителя. Однако год спустя
Его опять арестовали за участие в дуэли и из братства выгнали. После чего он сбежал из замка Сент-Аджело и вернулся в Италию. По мере роста престижа Мальтийского ордена правители Европы стали относиться к нему более почтительно. Но вместе с этим практически прекратили финансировать организацию, которая, как оказалось, может прокормить себя сама. К тому же Европе стало вообще не до рыцарей. Начались споры за испанское наследство и грянула 30-летняя война, о которой мы тоже отдельный выпуск как-нибудь сделаем. Рыцари постепенно превращались в пиратов. Позволяли себе оставлять часть награбленного, торговать рабами и даже на законных основаниях входить на борт любого корабля, заподозренного в перевозке турецких товаров. Ну и конфисковывать, конечно, этот товар в свою пользу. Как вы понимаете, закон этот трактовался очень широко. Но, слушайте, давайте немного и о хорошем поговорим. Надо отдать должное ордену. На протяжении всего своего существования он не забывал о своем изначальном предназначении – помощи ближним. Во многом защитникам острова удалось пережить осаду османов из-за наличия 3 госпиталей. Во-первых, они помогали раненым, а во-вторых, не допускали эпидемий среди солдат. В 1573 году госпиталь в Валетте считался крупнейшим в Европе, а мальтийская медицина считалась самой прогрессивной и самой лучшей. У ордена была собственная школа хирургов, собственный анатомический театр. В госпиталях рыцари проводили операции, зашивали раны, удаляли катаракту и камни из мочевого пузыря. Понятно, что еще медицина не знает никакой анестезии, но орденские врачи по арабской традиции используют алкоголь и используют для анестезии опиаты. Мальтийские порты одни из крупнейших в Европе. И рыцари одними из первых стали жестко применять карантин для прибывающих судов и их экипажей, что, в общем, позволило эффективно бороться с заразными болезнями. В XVIII веке начался упадок Мальтийского ордена. В Средиземном море появились новые морские силы – англичане и голландцы. Будучи протестантами, они вообще никакого почтения к старому католическому ордену не имели. К середине века организация, по выражению Наполеона, превратилась в учреждение для поддержания и праздности младших отпрысков нескольких привилегированных семейств. Ну, что это значит? Это значит, что старший сын пошел в армию, или средний сын дальше пошел в чиновники, остался младший. Ну, ему что, в Лондоне, что ли, сидеть, пить, курить, да, или в Париж? Ну, давайте его куда отправим? А вот Мальтийский орден, вроде приличная организация. И таким образом там было много вот таких вот аристократических недорослей, чьи родители посылали сыновей и платили за них какие-то деньги. К 1773 году население Мальты уменьшилось до 15 тысяч жителей. Правление очередного выдающегося великого магистра ордена Иммануила де Рогана отсрочило крушение, но понятно, что финал был уже близок. Здесь мы поднимем, наконец, еще один волнующий многих вопрос. А как Мальтийский орден был связан с масонами? И был ли он масонской ложей? Здесь мнений достаточно много. Среди рыцарей в XVIII веке, безусловно, были масоны. Эта тема стала очень модной особенно в дворянской среде. Много масонских лож было создано во Франции, а орден находился под большим французским влиянием. К масонам причисляли даже магистров ордена, например, Пинто де Фонсека. Однако историки ордена уверены, госпитальеры масонской структуры или масонской ложи никогда не были, а всегда являлись религиозной организацией католической церкви под властью римского папы. 12 июня 1798 года Мальта сдалась Наполеону, а через 5 дней магистр фон Гемпеш навсегда покинул остров в сопровождении 16 рыцарей. Таким образом, Мальтийский орден, как суверенное государство, прекратил свое существование. Орден ждал новый и очень интересный этап в его истории. И тут на сцену выходит Российская империя. Считается, что первые контакты Мальтийского ордена и России состоялись при Петре I. Боярин Борис Петрович Шереметьев во время своего путешествия по Европе долго жил на острове и стал первым русским кавалером ордена.
В эпоху Екатерины Великой эта связь была практической. Русские офицеры проходили обучение морскому делу на Мальте, а рыцари ордена нередко нанимались на русскую военную службу. Таким рыцарем, например, был граф Джулио Литта, сыгравший в дальнейшем большую роль в установлении российско-мальтийских отношений. В перспективе императрица видела в ордене союзников против Османской империи. Но понятно, что любой союз затрудняло обстоятельство, что руководство рыцарей было в основном французским, а Франция поддерживала Османскую порту и была настроена против России. Дальнейший импульс развитию отношений дала Великая Французская революция, которая разом лишила орден и многочисленных владений, и многочисленных доходов. Мальтийцам, которые без того, конечно, переживали тяжелые времена, позарез был нужен какой-нибудь сильный и, главное, богатый покровитель. Европейские государства друг за другом от такой обузы, от такого счастья отказывались и просто ждали, когда орден, в общем, наконец-то освободит Мальту. Рыцари обратились к Екатерине Великой с просьбой помочь им с вопросом о наследстве ордена в Польше. Екатерине в тот момент было не до того. И проблему решал уже сын ее, Павел I, который взошел на трон в 1796 году. В январе 1797 года Павел подписал конвенцию, согласно которой для проживающих в империи католиков вместо бывшего польского приорства создавалось Великое приорство российское. В него вошли 10 новых командорств. Этим шагом Павел сразу увеличил доход ордена в 2,5 раза. В качестве штаб-квартиры он приказал выделить рыцарям Воронцовский дворец в Санкт-Петербурге. А ко дворцу была специально пристроена католическая церковь, красивейшая мальтийская капелла. Не останавливаясь на этом, в любимый императором Гатчине возвели необычный для России приоратский замок. Мальтийцы, конечно, обрадовались и в знак благодарности возложили на Павла титул протектора ордена и прислали медальон Лавалетта, который содержал частицу тернового венца Христа. Как при этом соотносилось то, что Павел I был человек православный, а мальтийцы были католиками, история умалчивает. Но дальше больше. После захвата Мальты Наполеоном 10 декабря 1798 года Павла I торжественно избирают великим магистром ордена святого Иоанна Иерусалимского. Император даже создает одноименный орден, в смысле награду, поставив его по статусу выше ордена Андрея Первозванного. К концу правления Павла численный состав ордена в России был довольно небольшим – 175 командоров и кавалеров. И здесь возникает главный вопрос: а Павлу-то это все было зачем? Где вот эта огромная Российская империя и где Мальта, которую вообще никому не нужный маскарадный орден занимает? Давайте сразу договоримся. Мы не будем рассматривать версию безумия императора Павла и его детское желание поиграться в рыцарей с плащами и крестами. Да, конечно, Павел Петрович был романтиком с ореолом справедливого рыцаря. Выпуск есть на канале, посмотрите его внимательно. Да, он был ярым противником французских революционеров и Наполеона и хотел отбить у них остров. Но, как показывает история, чаще всего он действовал, исходя из практики. В своей внешней политике император искал несколько вещей. Ну, во-первых, возможность укрепиться в Средиземном море, создать удобную и надежную военно-морскую базу для русского флота. Во-вторых, он хотел приобрести надежного союзника против Турции, который все больше и больше беспокоила Российскую империю на южных границах. Еще она активно насаждала ислам в Крыму, на Кавказе, во всех стратегических зонах влияния Российской империи. Правоту Павла подтвердила Англия, которая захватила Мальту через 15 лет и успешно решала с ее помощью свои политические и военные задачи в Средиземноморье и решала их следующие 1,5 века. Ну, правда, в избрании Павла великим магистром был один спорный момент. У ордена в то время уже был руководитель в лице австрийца Фердинанда фон Гомпеша. Его, скорее всего, безосновательно обвиняли в намеренной сдаче Мальты Наполеону.
Еще приплетали к этому подкуп прусскими масонскими ложами. В общем, человек, судя по всему, оклеветали. Сначала Гомпич сопротивлялся и искал поддержку у европейских дворов. Но через год, понимая, что никто им не помогает, он от титула отрекся и даже передал российскому императору знаки орденской власти. И хотя Европа с удивлением узнала, что теперь, оказывается, новый магистр есть у Мальтийского ордена, большинство европейских правителей и большинство орденских приорств признало легитимность этого назначения. Исключение составили наполеоновская Франция и Испания. Но главным противником избрания православного императора главой католического ордена кто был, как вы сами понимаете, Ватикан. Оба папы, Пий VI и Пий VII. Они, конечно, совершенно не могли согласиться и с созданием православного приорства ордена в России, и с православным императором во главе ордена. Павел, надо сказать, приложил много усилий для установления отношений со Святым Престолом и подтверждения своего статуса главы ордена де юре. Он даже предлагал папе переехать из Рима в Санкт-Петербург под свою защиту. Более того, в архиве Министерства иностранных дел хранится секретная депеша Пия VII от 1801 года. В ней указаны условия, на которых Папа Римский согласен признать Павла I магистром. В этом же письме он называет его другом человечества и покровителем угнетенных. Но император послание папы так и не получил, потому что был убит. Ну, давайте вернемся на шаг назад, в 1799 год. Из Австрии в Петербург доставляют архив и реликвии госпитальеров, которые включают в себя корону магистров, большую печать и кинжал веры. Император наивно полагал, что его власть распространяется не только на сам орден, но теперь и на Мальту. На новых картах Павел приказал обозначить Мальту как губернию Российской империи и готовился направить туда военный контингент. Но вот англичане в 1800 году остров захватили. И это стало вообще важнейшей причиной, исторической причиной разрыва отношений между Российской империей и Британской империей. Потеряв надежду на Мальту, Павел стал носиться с другой идеей. Объединение России с Мальтийским орденом он видел первым шагом в сплочении российского дворянства, а затем и создании всей европейской аристократической корпорации, способной бороться с революционными настроениями и богохульством. Ну, сын его, Александр I, потом Священную Лигу создаст. Это, конечно, не тема нашего выпуска, но корни вот они. Однако все эти грандиозные планы оборвались 24 марта 1801 года, когда заговорщики убили императора Павла в его любимом Михайловском замке. Наследник Александр I имел совершенно другие идеи насчет Мальтийского ордена. Ну, во-первых, он отклонил предложение возглавить орден и передал управление назначенному лейтенанту в лице графа Николая Салтыкова. В 1803 году российский император показал, что все эти дела вообще мальтийские ему не интересны. Показал он как это? Рекомендовал нового магистра ордена, итальянского дворянина Джованни Баттиста Томази. А в 1817 запретил носить в России знаки и ордена Мальтийского ордена. Так фантастический вот этот период присутствия католической организации с многовековой историей в Российской империи подошел к концу. Ну, понятно, что в этом выпуске нельзя не вспомнить детективную историю о мальтийских реликвиях, которые привезли в Россию. Часть древа креста Господня, Филермская икона Божьей Матери и десница святого Иоанна Крестителя. Все они были размещены в Зимнем дворце и по приказу Николая I раз в год перевозились в Гатчинскую дворцовую церковь для поклонения верующих. В 1919 году при отступлении армии генерала Юденича во время гражданской войны святыни тайно вывезли в Эстонию, потом в Данию. Там в то время жила императрица Мария Федоровна, мать Николая II. В 1928 году ее дочери
передали святыни главе Русской Православной Церкви за границей, митрополиту Антонию Храповицкому. До 1932 года они хранились в Православном соборе Берлина, а потом были переданы королю Югославии Александру. После Второй мировой войны реликвии хранились в тайнике православного монастыря в Черногории. И вот в 1951 году, после долгих поисков, они были найдены, причем найдены сотрудниками югославских спецслужб и изъяты. С тех пор святыни считались долгое время утерянными, пока в 1968 году один из полицейских тайно не сообщил о них представителям церкви. В 1993 году десница Иоанна Крестителя и частица животворящего креста были переданы в Цетинский монастырь, а Филермская икона осталась в Национальном музее Черногории, где, собственно, вы ее сейчас и можете увидеть. 19 век можно уверенно назвать периодом безвременья ордена. На протяжении 74 лет им по назначению пап управляли лейтенанты, заместители великого магистра. У организации отсутствовали какие-либо практические задачи, и европейские подразделения все чаще заявляли о своей самостоятельности. С 1834 года штаб-квартира ордена находится в Мальтийском дворце на одной из старейших и известнейших улиц Рима, Виа Кондотти, 68. В 1869 году новым итальянским правительством ордену был представлен статус экстерриториальности. Таким образом, дворец стал суверенной территорией Мальтийского ордена и его столицей. И только в 1879 году новый папа Лев XIII решил использовать орден в миссионерских целях и разрешил избрать нового магистра. Орден постепенно превращался в очень узкий, суперэлитарный клуб европейских дворян Италии, Германии, Англии и Франции. Новый свет, что там происходит? Там разбогатевшая буржуазия, которая тоже хочет попасть в элиты, стать частью вот этого мирового общества. В 1928 году в Соединенных Штатах Америки была создана первая заокеанская ассоциация ордена. Такой подход привел к тому, что уже к 30-м годам число почетных рыцарей превысило 2500 человек, а настоящих рыцарей справедливости и милосердия было чуть более 100. Но очевидно, что прием новых членов был достаточно успешным предприятием и пополнял казну ордена. В Первую мировую войну орденские братья снова вернулись к своим уставным обязанностям. На собственные средства они стали организовывать полевые госпитали, лазареты, санитарные поезда на фронтах, чем, в общем, спасли тысячи раненых солдат. Белый Мальтийский крест был на фронте так же популярен, как знаменитый Красный. Орденский устав 1936 года, который пришел на смену устаревшему кодексу XVIII века, окончательно закрепил власть Ватикана над орденом. Его целью стало служение бедным во Христе в форме санитарной службы как в военное, так и в мирное время. А также члены ордена должны уделять особое внимание миссионерской деятельности. 20 век потребовал пересмотра основных обетов. Рыцарь при клятве в нестяжании или бедности должен был передать свое имущество ордену, но тот разрешал ему пользоваться доходами с этого имущества. Обет целомудрия предполагал безбрачие, но на связь на стороне, в общем, стали закрывать глаза. Ну вот еще одна легенда. Во время Второй мировой войны один из заговорщиков, которые хотели убить Гитлера, у нас есть выпуск о покушении на Гитлера, один из заговорщиков, фон Штауфенберг, происходил из семьи, которая когда-то давно имела своих членов Мальтийского ордена, и якобы, в общем, среди заговорщиков было много членов ордена, бывших или нынешних. Ну, это понятно, что это легенда, все, но тем не менее, вот она существует. После Второй мировой войны Мальтийский орден, в общем, потерял все свои владения в Германии, в Австрии, понятно, что в Восточной Европе, и сохранил он лишь скромное представительство в Италии. Всеми силами орден пытался восстановить утерянный престиж и утерянные доходы. В 1960 году Итальянская республика признала его в качестве субъекта международного права, подтвердив
экстерриториальность его резиденции, Мальтийского дворца и магистральной виллы на Авентинском холме. А еще в распоряжении ордена по 99-летнему договору аренды находится тот самый знаменитый форт Сан-Анджело на Мальте, бывшая резиденция магистра госпитальеров, которую безуспешно пытались штурмовать османы тогда в 16 веке. Одним из самых эффективных путей продвижения ордена стало установление дипломатических отношений с государствами. Послами становились очень состоятельные и очень известные люди, как правило, пожилого возраста, которые могли тратить много времени и много средств на пиар организации. Эти люди участвовали в многочисленных приемах, благотворительных проектах, в научных конференциях. Их имена и, самое главное, их состояние позволяли выходить при переговорах на уровень первых лиц государства. То есть, опять же, да, это все орден, который пустил корни в элите. Например, сейчас представителем Мальтийского ордена в Российской Федерации является Аймане де Савойя Аоста, 6-й герцог де Аоста. И на секундочку, по текущей иерархии, претендент на итальянский трон. Ну что сейчас представляет собой самый старый рыцарский орден? По международному праву орден является государствоподобным образованием. При этом он сам считает себя суверенным государством. Орден имеет дипломатические отношения со 120 государствами, а также статус организации наблюдателя при ООН и Совете Европы, на секундочку. Его членами являются около 13,5 тысяч человек. Орден выдает собственные паспорта, кстати, самые редкие в мире. Он использует собственную валюту, мальтийский скудо. Великим магистром сейчас является канадский юрист Джон Тимоти Данлоп. Обратите внимание, он не европеец и не потомок аристократической фамилии. Правительством является суверенный совет, членами которого уже много веков является великий командор, великий канцлер, великий госпитальер, хранитель общей казны и еще 6 других членов. Члены ордена делятся на 3 класса. Первый класс – рыцари справедливости и священники. Второй класс – рыцари послушания и донаты, то есть стремящиеся к совершенству. Третий класс – члены, которые не принесли никакие обеты и не принесли никакие обещания. Туда могут входить в том числе женщины. Основная деятельность организации – это медицинские, социальные и гуманитарные проекты в 120 странах мира, в том числе в опасных районах Африки, Ближнего Востока и Полинезии. Многочисленные волонтеры и специалисты ордена оказывают помощь беженцам, переселенцам и людям, пострадавших от стихийных бедствий, техногенных катастроф, эпидемий. Кроме того, волонтеры работают в больницах, приютах и школах и осуществляют уход за инвалидами и умирающими. В 1958 году был создан Международный комитет по борьбе с проказой, который в дальнейшем распространил свою деятельность на все заразные болезни, влекущие за собой социальную изоляцию. В 1993 году Мальтийский орден создал корпус чрезвычайных ситуаций, аналог нашего российского МЧС, для оперативного оказания помощи в случае стихийных бедствий или вооруженных конфликтов. Ну, возникает закономерный вопрос, а на какие деньги-то банкет вообще? На какие деньги проводится такая масштабная работа и вообще на что существуют нынешние госпитальеры? На сайте можно прочитать, что деятельность финансируется за счет доходов от разных активов ордена, мы не знаем, какие они, и от пожертвований его членов. Например, от аренды земли, недвижимости и деятельности больниц и медицинских центров, которые включены в государственную систему социального страхования. Но все-таки главный доход ордена – это пожертвования государственных и частных фондов во всем мире. Очевидно, что это видимый фрагмент жизни Мальтийского ордена. Ну а как не поговорить о подводной части, о конспирологической? Не секрет, что орден является аристократическим клубом, который активно участвует в международной политике и экономике. Ну, понятно, что участвует он благодаря положению и происхождению своих членов. Вот те самые old money, старые деньги, сегодня наравне с современными состояниями
управляют корпорациями, являются главами партий, членами правительств, а политическое влияние представителей монархических династий, известных политиков и банкиров, ну, очевидно, огромно. Поэтому можно допустить, что Мальтийский орден сегодня обладает огромным влиянием, как в силу своей славной и долгой истории, так и в силу большого влияния его отдельных членов. Ну и понятно, что это не просто какая-то маскарадная организация, это серьезная международная структура. Мальтийский орден, единственный из всех воинских братств Святой Земли, пережил все события европейской истории. И сегодня, в общем, он ближе к заветам своих основателей, чем 1000 лет назад. Отец Жерар даже и представить себе не мог вообще, что орден так долго проживет, и что он станет не то что частью, а, в общем, наверное, точкой сборки европейской и мировой элиты. Вот такая была история Мальтийского ордена. Друзья, спасибо за то, что смотрите уроки истории. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки и пишите комментарии, о ком еще вы хотели бы послушать уроки истории.